Дорогие любимые тельцы, мы с вами собрались погадать на конец декабря. Будет с нами. Гадаем мы на конец декабря, на последнюю декаду, получается, декабря. Но, тем не менее, полное такое предсказание, советы карт для тельца. С зайчиком мы провожаем, говорим зайчику спасибо. Все-таки мы в этом году много сделали, много не успели, согласна. И у тельцов год, наверное, не самый простой получился, да, не самый такой уж совсем прямо вот гладенький, но это все, вы знаете, это все путь воина, это все закаливает нас, это все нас заставляет быть сильнее, мудрее, взрослее. Думаю, для тельцов этот год – это период некой инициации, конечно же, период взросления, период узнавания себя. Согласитесь, напишите, кстати, в комментариях, нажили вы за этот год, как вам кажется, какой-то опыт, знаете, опыт, что-то такое пережили тельцы, что можно назвать вот этим вот жирным словом опыт. Скажите, многие люди удивили нас в этом году, многие люди нас, скажем так, и подвели, но многие неожиданно помогли и оказались лучше, чем мы ждали. Зато есть возможность погадать на новых картах. Посмотрите, мне в руки попала новая невиданная колода. Никогда я таких не встречала, муха не сидела, абсолютно запечатанные карты. Новая колода сегодня буду раскрывать, будем гадать. Напоминаю, период последняя декада декабря на Таро-календаре. В это время двойка пентаклей, легкая веселая карта, которая любит легких веселых людей. В общем, в конце года, в последние 10 дней года, тельцы, какими бы вы ни были педантичными, обстоятельными, практичными, старайтесь все выбирать легко, старайтесь веселиться, хохотать, радоваться жизни, старайтесь быть наивными, по-детски наивными, наверное, так. Вот знаете, читаю разные гневные комментарии. Почему нет гаданий на декабрь, почему пропустили, почему опоздали. И ни одной претензии от тельца. Спасибо вам, милые, дорогие тельцы. Потому что тельцы культурные, тактичные, понимающие люди. И тельцы знают, что если Ольга Филимонова что-то пропускает, какое-то видео, это значит, что у нее абсолютный полный цейтнот, абсолютный полный аврал. Я не ленюсь, я не игнорирую канал. У меня действительно все очень-очень занято по времени в этой жизни. Итак, посмотрите, вот эти вот новые карты, интересные, оригинальные, говорят, ну я как бы надеюсь правду, но это не точно, шучу, конечно, правду. Настройтесь на лучшее, позадавайте ваши вопросы. Я уверена, в конце года так много хочется успеть, так много хочется сделать, так много надежд на чуду, да, на чудо-юду. Так судорожно рука пишет письма, одно за другим строчит письма Дедушке Морозу. Вот. Поэтому актуально это гадание. Ну, что декабрь? Ну, декабрь. Ну, вот последняя декада, мы собрались, погадаем. 12 домов гороскопа. Задавайте вопросы, прикидывайте ваши надежды, что вы хотите. Так переворачивается карта. Дьявол. Ну, кстати, не пугайтесь, это крупная денежная карта. Она большие прибыли вообще-то обещает. Да, и помните, что карточные гадания не только дают советы и предсказания, они еще очень притягивают желаемое и очень сокращают время ожидания, например. Вот, поэтому это полезно смотреть гадания, гадать себе, общие гадания смотреть. Но вообще начало вот такое для тельца, двойка мечей. Давайте, это просто будет у нас совет, почему я говорю давайте, да, двойка мечей. Это совет не поддаться уговорам в первую очередь. То есть пусть вас никто ни в чем сейчас не убедит. Карта говорит, не дайте себе помешать, но и не дайте помочь одинаково. Такая карта немножко закрытая, карта одиночек. Автономию воли, например, она описывает. То есть вы должны самое крупное решение периода принять
все-таки сделать только сами. Не ради кого-то, не под давлением, не под уговорами, какими добрыми советы ни были. Очень-очень автономная воля должна быть. Догадались вы уже вот лично для вас, о чем идет речь? Закрытость. И карты советуют не болтать еще лишнего, не рассказывать что-то людям, потому что у вас, видите, шанс какой-то выпадает, и нужно его, наверное, припрятать, приберечь. Ну, посмотрим. Так, тельцы, я, как всегда, для тельца, вы знаете, да, с замиранием сердца, прям вот вытаскиваю лучшие карты, очень стараюсь их и читать как-то по, ну что ли, подобрее, да, хотя это, конечно, уже какая-то коррупция получается, какой-то, что же, какие-то двойные стандарты получаются. Итак, для тельца первый совет мы услышали. Не крупная карта, но она очень работает, она очень точечная, это двойка. Так, первый дом. Здоровье, как вы выглядите. Вообще гармония, вообще идеальный внешний вид, идеальная прическа, идеальный гардероб. Главное ничего не трогать, сейчас не сломать и челочку не отрезать накануне Нового года. Предостерегает карта. Кстати, сейчас еще ведь идет ретро-меркурий, вы помните, да, об этом. Это вообще не время под ретро-меркурием трогать себя, вот свою внешность, какие-то радикальные коррекции вносить, гармония. Абсолютная гармония, все правильно. Но если у вас есть какие-то плановые назначенные, например, операции, то тоже они пройдут все хорошо. Это идеальная карта, она такая, называется «Мир», и она про мир, про мирное поведение, про какой-то мирный выбор. К сожалению, увы, не порадую про деньги я тельцов, да, в эту декаду, потому что, ну, тройка мечей, по сути, не говорит она, что денег будет прям мало, не говорит она, что придется там потратиться или что-то. Тройка мечей, старые печали, то есть все-таки придется закрывать старые долги и как-то привычно переживать о деньгах. Но знаете, привычно, то есть новых дурных новостей о деньгах не будет. А вот привычные, ну, привычная где-то нехватка, привычные какие-то тревоги, они будут. Но тройка мечей — это совет, опять же, это опять совет. А может вам перестать уже печалиться о деньгах? То есть все, что вы сейчас можете оплакать, это все очень несвоевременно на эту тему. Повседневная жизнь будет сложиться идеально. Двойка пентаклей здесь, потому что она и на Таро календаре, везде успеете. Если утром покажется, что не успеваете или денег не хватает на что-то желаемое, то к обеду уже все будет. Карта советует каждый день проживать легко, с улыбкой, может быть, даже хохотом и с каким-то таким, знаете, безрассудным, на самом деле очень глубоким и философским, но равнодушием, в хорошем смысле, да, легкий выбор, ничего не драматизируйте. И дороги, не долгие, не дальние, короткие, но, знаете, такие по делу, но довольно развлекательные. Дома, в домашних делах и близко родственных, ну, немножко придется временно слегка разочароваться и попечалиться. Если есть крупные планы, крупные ставки, например, переехать, или думаете, что квартиру вашу ипотечную наконец достроят, и вы в нее въедете до боя курантов, то нет, пятерка кубков говорит, что как раз вот такие дела, связанные с недвижимостью, с родней, со стенами, с ремонтом, например, они не завершатся и скорее заставят погрустить. Ну, знаете, мастера не поторопились, не завершили ремонт, хотя вы очень хотели до Нового года это сделать. Ерунда пройдет, карта мелкая, в общем, лечить не надо само, пройдет само. А вот про любовь крупное, очень серьезное сообщение для тельца. Внимание, голосом.
известного диктора и сказала, да, туз пентаклей обещает новую жизнь, новые свершения, новые возможности в любви. Одиноким это, конечно, новое знакомство, а в браке какое-то очень серьезное примирение или новый дом для молодых, для молодоженов, да, новый бюджет в отношениях, примирение века или выход любовной истории на качественно новый какой-то уровень. Понимаете, туз пентаклей, да, это лучшая карта в колоде, и он означает вот не больше, не меньше радикальное изменение ситуации к лучшему. То есть ваша ситуация, подумайте, какая у вас ситуация сейчас в личной жизни, как анкета, да, замужем, разведена там, и так далее. Все разворачивается к солнцу, к счастью, к чуду на 180. Шансы не пропускайте. Это любовное время. Правильно так сказать. Время поменять жизнь именно через любовь, через любовное чувство, приключения, ощущения. И что-то меняется на работе у тельцов, что-то меняется на работе, с работой. Уверена, что в лучшую сторону, но также меняется. Видите, вот это, началась у нас вот эта зона, пошла, да, вот, любовь, работа, профессия, рабочее место. Карта смерть, тоже коренные перемены, коренное изменение ситуации. Очень естественная, кстати, смерть, это часто выход на пенсию, да, вот. И можно даже поменять сферу деятельности с этой карты. А какой совет? Вот если с тузом пентаклей я сказала про любовь, да, не пропускайте эти шансы, не пропускайте эти возможности, потому что они редко даются, то здесь, по сути, совета для вас нет. Карта очень фатальная, можно ситуацию только оценивать, но никак не менять. Ситуацию с работой. Естественно, конец работы может быть, да, напрашивается такая тема, конец работы, конец профессии. С партнерской стороны приглашение замуж и предложение о браке. Вообще в любом случае, если это партнерство в бизнесе, то это все равно какие-то документы, это все равно какая-то новая ответственность, которую партнер, другой человек берет на себя и берет за вас. И вообще у тельцов именно партнерская параллель как-то удивительно радостно выглядит. Посмотрите, да? Вы обретаете гармонию просто за счет близости другого человека, за счет того, что вы в паре оказываетесь, и другой человек какую-то удивительную серьезность к вам проявляет и берет какую-то качественно новую ответственность за вас, за вашу жизнь. Можно вас поздравить. Ну, если вы этого хотите и ждете, конечно, не все. А серьезные обязательства, связанные с большими деньгами, вам придется принимать. Сваливается ответственность. Обещать, знаете, это повешенная карта называется. Обещать или исполнять обещания. Безусловно, это выплата долгов, разных ипотек, всего прочего. Безусловно, это может быть и новые какие-то серьезные обязательства денежные, но все равно это здоровая занятость, здоровое время. А карта советует этого времени как раз не избегать. Ну, то есть, если жизнь подводит вас к этим задачам, к этой черте, например, повешенный, взять новый, большой, да, ужасно обременяющий, но все-таки кредит на развитие бизнеса. Почему бы и нет? Карта это разрешает, и карта это советует. Момент инициации, момент взросления, в том числе через деньги, здесь у тельца идет. Далее, колесница в 9 доме, дорога, дальняя, счастливая, удивительная, какая-то спонтанная. А вообще 9 дом — это заграничные, самые разные дела. Если даже не дорога это, то это, например, возможность найти работу за границей, возможность установить какие-то деловые связи. В общем, приветствуйте все. Приветствуйте, карта говорит радостно, все, что далеко от вашего дома находится. То есть
для вас источник энергии, счастья, везения – это именно дальние дороги. Ваши или чьи-то, может быть, когда человек едет к вам зачем-то. В доме брака 10-м портрет воздушного мужчины. Посмотрите, какие все-таки иллюстрации интересные у этих карт. Черно-белая карта, кстати, люблю черно-белые карты. И видите, очень содержательные иллюстрации, очень насыщенные символами, самыми разными. Король мечей, по-старому, по-старинному это называется, казенный какой-то король, и в казенном 10-м доме. Это начальник, это может быть новый начальник, это может быть и какой-то новый муж. В общем, весьма достойный мужчина, который что? Который в брак, в мужья к вам напрашивается. Видите, предложение о браке буквально какое-то идет. Не пропускайте. Вот это вот триада, видите, раз, два, три. То есть любовь, партнерство, брак у вас очень-очень серьезный. Да, тельцы, дорогие девочки, в основном тельцы, обратите внимание, что вот в брачном доме вот этот вот король мечей. Как правило, это воздушный человек, то есть принадлежит воздушной стихии, принадлежит воздушной масти. Но есть еще некоторые признаки. Это казенный человек, который службу казенную имеет, или начальник большой, в общем, человек, которого кто-то слушается, и вам тоже придется. Интересная история, интересная фигура. Ну, в любом случае, знаете, 10-й дом и фигурная карта, и мужская фигурная карта. То есть это мужская фигура, это какой-то человек, который вот буквально имеет над вами власть. Имеет, да. Это и начальник, может быть, это может быть и, ну, знаете, кто-то покорил ваше сердце, и вы не можете этому противостоять. Очень крупное продвижение, очень большой успех у вас идет по новым знакомствам, и выбор важный, связанный с незнакомцами, с новыми людьми, вас ждет. Ну, карта влюбленная, то есть вот это самое и романтическое большое знакомство, оно тоже может очень даже прийти из интернета, прийти издалека. А также у вас есть двойка. Вот смотрите, мы с двойки начали, двойкой закончили. Двойка мечей, двойка жезлов в 12-м доме. То есть при всей такой счастливой жизни, насыщенной жизни, неожиданной жизни у тельцов напрашивается явный совет. Все-таки что-то держите при себе. Все-таки где-то, опять же, нужно поотставить свои границы. В чем-то, опять-таки, нужно очень побыть собой, от всех позакрываться и, может быть, попрятать даже какую-то личную информацию. Но, тем не менее, это время, конечно, без потерь, это время без конфликтов, и карты не рекомендуют вам чинять иски и затевать войны. Это 10 дней, которые, без сомнения, могут перевернуть ваш мир. А я не говорю с Новым годом, потому что мы еще 100 раз увидимся до этого времени. Я говорю вам спасибо за то, что смотрите мои гадания. Спасибо за все. Пишите комментарии, делитесь.